Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом направляемся к землянке. И пока движемся по полям, здесь очень много кустарника. Я так подозреваю, что это терн, как его правильно называют. В общем, терновник. И вот эти ягодки, такие терпкие на вкус. Я не знаю, как их правильно заготавливать, когда нужно их собирать. Слышал так краем уха, что вроде бы там то ли с первыми заморозками, чтобы они были менее терпкие. Вот. И что с них вообще делать? То ли варенье, может быть какие-то настойки. Вот. Так что подсказывайте, кто в курсе дела. Вот сколько их много. Но они с каждым разом уменьшаются. То ли животные подъедают, а может быть люди приходят, собирают. Вот такие вот дела. Сейчас будем уже заходить где-то в лес. Так, иди сюда, отпущу тебя побыстрее. Ой, а то ты пропустил один поход. Я на рыбалку без тебя ходил. Все, свободен, беги. Недавно я был на рыбалке. Карлоса со мной не было, потому что он бы мне не дал спокойно порыбачить в лодке. И сейчас он побежал с двойной энергией наверстывать упущенное. Кстати, я хотел пойти проверить фотоловушку, которую я установил в царстве бобров. Очень интересно, кто там будет запечатлен. Но я подозреваю, что кроме бобров там какие-то животные навряд ли попадутся на фотокамеру. Вот, и планировал сходить туда. Но один подписчик, который знает эту локацию, и он часто делает какие-то сюрпризы и подарки мне, он посещает иногда землянку. Вот это он елочку мне принес, потом какие-то подарки под елочкой. И вот в комментариях был его пост, что ждет меня сюрприз на берегу какой-то. Я на всякий случай поинтересовался, хороший ли. Он сказал, что очень хороший. По дороге нашел еще один, как его называют, улей, ос. Кто-то их, похоже, опять разрыл эту ямку. Кто, интересно, их любит. Слышал, есть птички какие-то хищные. Очень любят кушать этих насекомых. Сейчас уже середина осени, но даже малейшей мысли не возникает о том, чтобы пойти пособирать грибы. Потому что с начала лета и по сей день дождей практически не было. 2 дня были дожди, ну это громко 2 дня, 2 часа. В один день час прошел дождик небольшой, и во второй день тоже около часа. И все. Поэтому грибов пока нет, но я думаю, что если хороший дождик пройдет, сейчас уже 3-й день пасмурно, вроде как натягивает, но дождя так и нет. Но если хорошенько прольет, то грибов должно вылезти прямо за все лето, мне так кажется. А вот и грибочек. Только жаловался, что грибов нет. Оказывается, надо хорошо искать. Я, если честно, такое никогда не пробовал, но мне писали, что это вполне съедобный гриб. По-моему, печеночный называется, или тещин язык, если я не ошибаюсь. Говорят, что очень вкусный. Но вот он какой-то вот здесь вот водянистый, здесь черный. Как-то мне стрёмно такой пробовать. Если попадется прямо свеженький, то надо будет когда-нибудь поджарить его, приготовить. Пойдем, Карлос. Ты где бегал? Вот же собаки хорошо как находят дорогу.
Я бы уже 100 раз заблудился. Карлос мотается туда-сюда и постоянно находит меня. Уже подходим к землянке. Очень интересно, что же за сюрприз меня ожидает на берегу. Сначала сниму рюкзак, а потом пойду искать сюрприз. Пойдем, Карлос, посмотрим. Да, сюрприз я заметил издалека. На самом деле хороший сюрприз, а главное очень полезный. Как тебе сюрприз, Карлос? Я понял, тебе лишь бы залезть, погреться, посидеть. В общем, теперь вопрос с печкой отпадает. Не будет ни камина, ни буржуйку не придется тащить. А буду делать кирпичную нормальную печку. Надеюсь, у меня получится. Потому что опыта печного у меня совсем нет. Не считая этой железной печки, в смысле железной печки из железного ведра, обложенного камушками речными. Но надеюсь, я справлюсь. Конечно, мне доставить такое количество кирпичей пешком было бы очень непросто. Надеюсь, этот человек привез их сюда на лодке, насколько я понимаю, раз они на берегу. Была у него возможность прийти на лодке. За что ему огромное спасибо. Но теперь осталось изучить матчасть по изготовлению печей и сделать хорошую качественную печь, которая будет служить долгие годы. Сижа все больше возвышается над водой, уровень падает. Но это для меня неплохо. У меня появилась мысль, как я смогу забираться на сижу для рыбалки, не заходя в воду, потому что уже холодно, вода прохладная. Сейчас загляну в землянку, посмотрю, что там к чему, а потом расскажу вам, как же я собираюсь забираться на сижу, не промокнув. Карлос, конечно же, тут как тут. Так, ну что, двери открылись без проблем. А это говорит о том, что землянка приостановила свой наклон и пока зафиксировалась. Сейчас вытащу все матрасы, немного пусть проветрятся. Хотя здесь сухо, дождей не было. Абсолютно сухо. Ну а вот то средство, с помощью которого я собираюсь заходить в воду. Старенькая химзащита. Скорее всего, это последний ее сезон, потому что она уже немного подтекает местами. Нужно будет ее подклеивать. И все вот эти швы, которые были раньше заклеены вот такими полосками, они все поотклеивались. Скорее всего, заброды подтекают по швам. Я взял с собой вот такой автогерметик и попытаюсь повтирать, попромазывать швы. Думаю, что это поможет от протекания. В первую очередь хочу заняться ремонтом сапог, чтобы к вечеру герметик высох, и я мог забраться на сижу и попытаться поймать окуней для ухи. Кроме проблемных швов, я еще обнаружил вот такие трещины на резине. Так что попытаюсь их тоже замазать, но скорее всего это точно последний сезон этих забродов. Да, меня терзают смутные сомнения, что я останусь сухой в этих сапогах.
Пока одна сторона сапог подсохнет, и можно будет перевернуть на другую сторону и промазать. Пойду к реке и буду переносить кирпичи поближе к землянке. И заодно попробую как-то выложить их на сухую без раствора. Как примерно это должно получиться, я вообще понятия не имею. Сколько кирпичей должно идти на печку. В общем, так, прикину, что должно получиться. А вы, если что, меня поправьте, кто в курсе дела, как правильно выкладывать печи и какую лучше сделать, там, с поддувалом или подовую. В общем, вообще не понимаю, как правильно делать. Кирпичей беру понемногу, потому что спина побаливает. И постройка печи может закончиться, так и не начавшись. Поэтому аккуратно. Все, кирпичи перетянул, согрелся, не холодно. А вот герметику холодно. Не хочет сохнуть, липнет. Ну, сейчас аккуратно как-то переверну его, чтобы можно было другую сторону промазать, проклеить. А вот в воду сегодня навряд ли. Поэтому уха под вопросом. Попробую, конечно, побросать с берега на окуня, но шансов намного меньше. Все, проклеил и вторую сторону сапог. Повешу сушиться, ну а испытывать буду уже завтра утром. Ну а теперь из этих кирпичей попробую собрать что-то похожее на печку. Хочу, чтобы топка была глубокая, как в той печке, чтобы можно было положить на ночь несколько таких бревнышек, и они потихоньку горели практически всю ночь. Я надеюсь, вы понимаете, что это так пока очень приблизительно, чтобы хотя бы понимать, какой высоты она получится из такого количества кирпичей. Нужно еще почистить старый раствор, поэтому она так корявенько складывается. Ну, это же буквально за 2 минуты собрал, чтобы понимать. В принципе, да, кирпичей приличное количество, можно сделать нормальную печку. В чем дело? Что ты хочешь? Отстань от меня, не залазь. Иди на место, Карлос. Иди погуляй. Можно даже сделать еще немного длиннее, чтобы более длинные бревна помещались. Дома у меня есть от старого дровяного твердотопливного котла есть дверца. Я так подозреваю, что здесь, ну... Карлос, отстань, а?
Карлос, как тебе твоя будка? Классно? Дом, как у 3 поросят у тебя будет, кирпичный. Не нравится? Иди в будку. Иди в будку. Иди в будку. Иди в будку, говорю. Ну а сейчас соберу снасть на окуня и пойду попробую половить рыбу. Карлос говорит, что уже пора бы и подкрепиться. Ему хорошо говорить, у него есть консерва своя. А мне нужно поймать рыбку и сварить уху. Взял 2 тазика, в одном замешаю глину для экспериментов, ну а второй, надеюсь, для рыбы. Тазик для рыбы не пригодился. Во второй сейчас налью воды и замешаю в нем глину. Пойдем, Карлос. Глина вот такая, с вкраплениями всяких камушков. Не знаю, насколько она жирная. Вот, поэтому нужно развести ее с водой. И потом частями в какую-то часть добавить ракушки там. Или, ну, песка у меня нет. В общем, буду как-то экспериментировать, чтобы в итоге, когда она высохла, давала меньше всего трещин. Совсем бы не помешало эту глину пропустить через сито. Что такое? Глина должна хорошенько пропитаться водой, а потом я сделаю несколько растворов с разными пропорциями. И посмотрю, когда он высохнет, насколько крепкий будет, насколько потрескается. И такой буду использовать для окладки печи.
Карлос уже требует ужин. Ну а я сегодня на диете. Окунек не клюнул. Надеюсь. Отойди. Все, ешь. Кушай. Ага. Отойди тогда. Давай, лопай. Ешь. Что-то я посидел минут 10, так замерз. Прямо аж трусить начинает. Карлос тоже, смотрю, дрожит. Не знаю, сколько сейчас градусов. С утра было 7. Это на солнышке нормально было. А тут в теньке прямо прохладно. Пойдем мы, наверное, в землянку. Немного погреемся. Комарики летают. Здесь, конечно, немного теплее, но отогреться все равно никак не могу. Залезу в спальник, немного полежу, нагреюсь. Доброе утро. Да, вчера так залез погреться и до утра. Я проснулся часов в 12, Карлоса выпустил погулять. Вот. И потом снова хорошенько заснул, потому что вчера рано встал. Сегодня так хорошо с удовольствием поспал. Холодно. Вообще не по погоде я оделся. Вообще не хочется мне лезть сейчас в сапоги и в воду. Пожалуй, я еще немного полежу. Герметик вроде подсох, но еще немного липнет. Комарики, видите, поджарились. В спальнике хорошо, тепло. Но в нем же домой не пойдешь. Нужно как-то согреться. Пойду принесу несколько бревнышек для дров. А в следующий раз возьму с собой пилу и порежу их. А на воде еще больший туман. Прогноз погоды, как всегда, обещал солнышко. Что-то даже и близко его не видно. Уже часов 8 утра. Солнца нет, поэтому так и прохладно. Ладно, пойду в лес. Не так-то много таких бревен, которые я бы без пилы, без распиливания смог бы донести до землянки. Поэтому брать буду не очень толстые. Я заметил, что здесь прямо над землянкой тоже есть тропинки зверей свежие. Можно повесить эту фотоловушку прямо здесь и тоже запечатлеть диких животных. А также можно и солонец где-то недалеко поставить. И вот вижу неплохое вроде местечко. Поднимусь еще выше. Здесь такая равнина. О, вот бревнышко хорошее. Вот здесь вроде бы уже ровный участок. Слева и справа большие овраги. А здесь практически горка уже закончилась. Я вот это думаю. Юра дорогу пробил на мотоцикле. Ну, далековато отсюда. Но с коляской он уже может проехать. А если
пробить дорогу прямо вот сюда, над землянкой. Тут совсем недалеко со склона спуститься и все. Было бы неплохо. Нужно попытаться. Сегодня, скорее всего, домой пойду вот этой дорогой и посмотрю, есть ли здесь сложные участки, которые нельзя будет преодолеть на мотоцикле с коляской, чтобы, если что, можно было бы привезти того же песка для раствора или еще какие-то тяжелые инструменты или материалы. А может быть и буржуйку временно притащить, пока печка не сделается, потому что, ну, в спальнике нормально, конечно, но уже бы неплохо было протапливать землянку. Я вот думаю, если я соберу печку, через сколько дней можно ее будет протапливать, чтобы она высохла, или как там нужно по правилам. Я думаю, нельзя в первый же день ее топить. Ну вот, согрелся. А пока тянул дровишки, уже и солнышко вышло. Штаны нужно повесить на солнце. Вроде уже почти не липнет. Да, уже разведнелось. Туман почти ушел. Так как-то очень быстро, резко. Но в воду как-то лезть не хочется все равно. Обойдусь я без ухи. В следующий раз точно приготовлю. Оденусь по сезону. Потому как что-то я без куртки решил, что тяжелее будет идти по лесу в куртке. И жарко будет. Выходил, было солнце. А тут так вот подмерз. Может, немного простудился. А может, из-за того, что спина побаливает, и я менее физически активный. И поэтому подмерзаю. В общем, как раз и эти заброды высохнут хорошенько до следующего раза. И обязательно их испытаю, половлю окуней и обязательно сделаю уху. А сейчас сделаю несколько пробных пропорций из глины и слеплю на них кирпичи. В следующий раз приду и посмотрю, насколько хорошо они схватились. И из этого уже буду корректировать раствор для кладки печки. Я решил попробовать взять вот этот старый раствор. Это, похоже, тоже глиняно-песчаный, потому что он очень легко сыпется. И возьму из него вот этот песок. Замешаю с глиной. И это будет один из экспериментальных растворов. Кирпичи все равно нужно будет почистить, чтобы нормально, ровно сложить печь. В следующий раз нужно будет взять мастерок, а то приходится измерять ложками. Ну, здесь приблизительно 4-5 ложек вот этой вот непонятной смеси глины с песком уже. Ну и будем считать, что глина у нас тоже не сильно жирная, а сильно помешанная с другими примесями. Ну, попробую добавить сюда 2 ложки. Получится, ну, в общем, вот что получится. Так. Нужно еще водички, сильно густой получился.
Пойдем, пойдем. Гуси полетели. Или лебеди. Ты что такой резкий? Будь здоров. Я так думаю, что в этом растворе сильно много глины получилось, и она, скорее всего, потрескается. Но посмотрим, когда высохнет, на результат. Я понял, почему Карлос тут кружится и бесится. Это же его тарелочка. Он не понимает, что происходит. Рано еще, Карлос, успокойся. Ну вот так. Я уже весь высыпал. Ну вот, теперь подождем, когда высохнет. В следующий раз придем и проверим, насколько будет хорошо на отлип. И по трещинам посмотрим. А теперь следующий раствор. Его я хочу сделать из глины и того раствора, который я делал печку. Ее все равно разбирать, поэтому я начну немного, сниму несколько кусков уже высохшего этого раствора, отработанного. И точно так же замешаю с глиной. Пойдем, пойдем. Выходи. Отстань, вечно голодный. Рано еще. Не тебе это гавкает. Здесь видно, что трещин совсем нету, но она довольно легко рассыпается. Но в принципе свою функцию выполнила. Дым не пропускала, кирпичики, камушки держались. Все хорошо. Ну а третий раствор сделаю очень-очень бедный. Добавлю уже к этому размешанному еще вот этого отработанного раствора. И он будет состоять практически из одного песка. Ну, а точнее сказать, из ракушки одной. И немного глины. Сейчас занесу все кирпичи под навес, а то вдруг дождь пойдет в этом году. И в следующий раз будет не только уха из окуня, но еще и жареные белые грибочки.
Кирпичи спрятал, теперь не страшно, если пойдет дождик, а даже хорошо, если он пойдет, будут грибочки. Теперь еще нужно убрать штаны-заброды, которые мыши могут с ними поработать так, что никакой герметик потом не поможет. Спрячу его в пластиковое ведро и закрою плотно крышкой. Карлос, ты где? Ну что, мы уже собрались, планы немного поменялись. Собирался я заняться столом, подстрогать его рубанком. Но так как в связи с приятным сюрпризом в виде кирпичей занялся подготовкой к кладке печи. В общем, будем сейчас выдвигаться домой. Хочу пойти, как я уже говорил, вот этой новой дорогой. Для меня она немного как бы в сторону уходит, но очень интересно в плане того, что может быть сюда удастся пробить дорогу мотоциклом с люлькой, и можно будет привозить какой-то тяжелый материал. В общем, пойдем, я по дороге вам покажу и расскажу, насколько это реально. Пойдем. Пойдем. Скользко по листве опавшей идти. Если сюда возможно будет пробить дорогу, то отсюда с самого холма можно организовать веревочную канатную переправу для тяжелых грузов. Вот уже почти на вершине. Остается небольшой холмик, который, в принципе, уже можно преодолеть на мотоцикле, а даже и на машине. Вот здесь. Вот она. Будущая парковка. Дальше уже резкий свал. И до землянки недалеко. Можно будет разворачивать глобальную стройку. Вот такие вот глубокие овраги. С этой стороны и с другой. А вот здесь вроде как почти равнина. Нет, наверное, все-таки крутоват подъем будет для техники. Ну, хотя, смотря для какой. Для подготовленной это не проблема, конечно же. Не удалась моя затея с пробитием дороги. Эти два оврага с двух сторон, они в итоге здесь соединяются и образуется один большой овраг, на который уже никакая техника не заедет. Я сначала немного огорчился, а потом подумал, это и к лучшему. Зато это место будет такое же труднодоступное, как и раньше. Иначе, если бы была дорога, то здесь бы и людей было больше. Не каждый захочет пешком 10 километров топать по оврагам. Поэтому людей здесь не часто встретишь. Так, теперь главное не заблудиться. По звериным тропкам. Вот Карлос с пропеллером, с моторчиком носится.
Собственно, тропинка не зря здесь. Они же выбирают, где удобнее идти. Я хотел пойти наверх, а так все-таки и удобнее. Мне нравится ходить пешком. Полезно и приятно посмотреть на красоту леса. Особенно сейчас, середина осени, особенно хорошо, красиво смотрится с воды, с лодки, когда смотришь на лес, и он становится и красный, и желтый, зеленый, разных цветов, как светофор, но намного красивее. Вот, в общем, на этой приятной ноте буду с вами прощаться. Всем мира, здоровья и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.